Думаешь? Ну ладно, все. Итак, здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня очередное видео. И это видео я хотел давно снять, потому что я об этом писал, на самом деле, много. Мне хочется вот всегда упрощать концепции для любого человека, чтобы была простая, понятная концепция, без усложнения, без каких-то надстроек, там, непонятных терминов и так далее. И сегодня концепция будет максимально простая. То есть это самое большое упрощение, которое можно придумать, и чтобы человек сразу через эту концепцию, сверяясь, мог бы понять, обманывает ли он себя, обманывают ли его в плане оздоровления и так далее. Так вот, концепция основывается на всего 2 пунктах. Как бы не бредил мир, ни за что не меняй посыл. То есть вам нужно всего знать 2 пункта о том, что формирует здоровье человека. Первый пункт – это качество крови, второй пункт – это качество кровоснабжения. То есть все, запомнили, 2 пункта. Качество крови, качество кровоснабжения. Ничего более, ничего больше не придумываем туда. Да, кто-нибудь начнет говорить, а вот то, а вот лимфа, а вот нервные сигналы и так далее. Несомненно, все это включает в понятие хорошее кровоснабжение. Если хорошее кровоснабжение той или иной области, той или иной системы, того или иного органа, того или иного участка, сегмента тела и так далее, там будет и хорошее лимфатическое движение, и хороший венозный отток, и хорошее артериальное кровоснабжение, и хорошая иннервация будет приходить, потому что нервы в большинстве сосудов, они просто вплетены в оболочку сосуда, да, поэтому если хорошо кровоснабжается, если капилляр хорошо работает, это нам уже говорит о том, что там хорошая иннервация. Принцип оздоровления заключается в том, улучшить качество своей крови и улучшить качество своего кровоснабжения. Принцип разрушения и здоровья и принцип формирования болезни – это ухудшение качества крови и ухудшение качества кровоснабжения. Все очень просто. Не надо уводить в какие-то дебри, в какие-то сложности. И когда вы там взаимодействуете с врачом или вот вам назначат какое-то лечение, вы задайте первый себе вопрос. Вот это лечение, оно улучшает мое качество крови и улучшает ли оно мое качество кровоснабжения? И все ответы, ответ, когда у вас появится, вы будете понимать, вообще это лечение на самом деле, или это какая-то Филькина грамота, или это просто какой-то самообман или обман, там, я не знаю, сознательный, бессознательный, это уже не имеет значения. А так все очень просто. То есть хотите восстановить колено, да, движение, кровоснабжение колена, чтобы восстанавливались связки, чтобы восстанавливалась соединительная ткань и так далее. Вот вы должны наладить кровоток, у вас должен быть хорошее качество крови, от которое будет зависеть от функционала вообще ваших внутренних органов, ваших почек, вашей печени, вашей селезенки и так далее. То есть все это напрямую будет зависеть от того, какого качества крови будет циркулировать по вашим венам, по вашим легким, через ваше сердце, снабжать ваш головной мозг, ваши суставы, ваши колени, ваши плечи там, и так далее. И дальше это качество кровоснабжения. Посмотрите, насколько у вас открыта диафрагма работает, открыты у вас вот здесь паховые каналы, да, проход питания артериальное к колену и отток от колена. Насколько у вас ровные структуры, зажато, не пережато ли что-либо, да. И задача просто улучшать этот кровоток максимально. То есть даже вот элементарные вот такие практики, то есть если вы начнете просто прям набивать себе колено до хлестка, чтобы аж горело, все это будет уже нести оздоровительный эффект. Поэтому любые практики, которые улучшают качество нашей крови, улучшают качество кровоснабжения, это всегда про здоровье, всегда про здоровье. То есть, поэтому, а вот дальше, чтобы вот в эту уже как бы общую концепцию, когда мы воспринимаем, тут каждый человек будет ее настолько глубоко понимать и видеть, насколько хватает ему его опыта и знаний. Поэтому для кого-то это там, только, не знаю, там бегать, например, да, это улучшать кровоснабжение. А для меня, например, понятно, что даже ваш повышенный эмоциональный фон стрессовый, да, это сразу же выплеск избыточного количества гормонов в кровь. И если, допустим, ваш эмоциональный фон токсичный находится уже вот в таком состоянии непрерывно, то есть хронически, то есть вы хронически в тревоге или хронически там в стрессе, в раздражительности какой-то или прочее, в страхе, да, в зависти, например, в стыде, в вине, да, если вы в вине хронически, то есть ваша кровь отравлена повышенным избыточным количеством гормонов, то есть у вас гормональный коктейль, который требуется для
непосредственно решение ситуации, она не решается, и у вас вот этот избыточный гормональный коктейль непрерывно в крови. То есть это нарушает качество крови, как раз первый пункт, о котором мы говорим, да. И то есть неизбежно, если это еще нарушается какая-то область кровоснабжения, там начнутся воспалительные процессы, там начнутся разрушительные процессы, там начнутся зреть какие-нибудь кисты, опухоли, какие-то воспаления и прочее, спаечные процессы. Поэтому, то есть я с чего начал, что даже эмоция, даже эмоциональный фон, это уже идет про ухудшение качества крови и про ухудшение качества кровоснабжения. Почему? Потому что мы сжимаемся, да, от эмоциональных реакций. Страх нас сжимает, да, когда говорят, сжалось все внутри. Или есть такая знаменитая пословица наша дворовая, да, это очко сжалось, когда. Вот очко бывает сожмется так, что потом не разожмется. Вот если оно сжалось и не зажимается, вот это все нарушено кровоснабжение органов малого таза. То есть человек постоянно бывает в стыде, да, как собаки. Знаете, у меня собака была прекрасная, Рада. Вот она, когда стыдно ей, она вот так хвостик туда засунет, аж у нее вперед. То есть вот настолько копчик поджимается. Вот так и у людей, то есть когда стыдно и перманентно стыдно или страшно перманентно. Вот этот копчик поджимается, сжатые все мышцы внутри. И происходит нарушение кровоснабжения органов малого таза. Оттуда зреют все остальные проблемы. Там, с мочеполовой системой, с потенцией, там, с либидо, с какими-то с ногами уже проблемы начинаются, там, разного характера. Мы здесь сейчас не эту тему разбираем. Поэтому я хочу, вот это видео, оно не будет длинным. Я хочу, вот, наверное, на этом и закончить, чтобы не размусоливать, да, потому что размусоливать я могу долго. Я могу раскрыть каждую тему очень подробно и мощно. Но я хочу, чтобы в вашей голове осталась вот эта простая очень концепция понимания здоровья. Качество крови, качество кровоснабжения. Неважно, что вы восстанавливаете. Кровоснабжение мозга, кровоснабжение глаза, да, почему зрение у людей просаживается. Нарушается качество крови, качество кровоснабжения. Верните сюда хорошее кровообращение, восстановите нормальное качество крови, которое будет циркулировать в ваших капиллярах, и ваше зрение восстановится. Верните нормальное кровоснабжение к вашему колену, да, то есть, я здесь немножко маленький сноску сделаю, что необходимо, если мы говорим про жесткие структуры, такие как колени, руки, периферичные, да, позвоночник, вообще твердые структуры, то есть, конечно, там еще важна именно для раскрытия вот этой концепции хорошего кровоснабжения, потому что хорошего кровоснабжения не будет, если сустав кривой, если он подвернут. Если неправильно работает вообще сустав, не в правильной, у него нарушена степень свободы его, он подкручен, свернут, также и с позвонками, с шейными позвонками, с костями и прочее. То есть, если она не на своем месте, то, естественно, уже будет нарушено кровоснабжение. Поэтому восстановление кровоснабжения – это не только какие-то массажные техники, там, или иголочки, или еще что-то, там, разогрев, да, баня, там, банки и так далее, пиявки. Все это прекрасная история, но это формирование правильного положения и правильное функционирование вот каждого участка нашего тела так, как оно было задумано, как оно должно работать. И вот еще подытожим этой историей, что работа с животом, она полностью влияет на оба фактора. То есть, работая с животом, мы улучшаем качество каждого нашего органа, и мы улучшаем качество кровоснабжения, и тем самым улучшаем и качество крови, потому что на максимальных оборотах начинает работать печень, то есть чистая печень, она чистит кровь хорошо, соответственно, у вас хорошая кровь циркулирует, омывает ваши суставчики, ваши глаз, ваши там какие-то органы другие, сердце, мозг и так далее. И все начинает функционировать все лучше. Поэтому улучшаем качество крови, улучшаем качество кровоснабжения. Благодарю. На наших ладонях